Представь, утро 2026 года. Ты стоишь в пробке, листая ленту новостей, как вдруг небо прорезает рев турбин. Это не истребитель. Это рыцарь оперативного реагирования на гравитационном щите несется на перехват кибертеррористов. Думаешь, рыцари остались в учебниках истории вместе с чумой и инквизицией? Ошибаешься. Если бы Кодекс чести и сталь дожили до наших дней, мир 2026 выглядел бы совсем иначе. Это не сказка про принцесс. Это мир, где за нарушение клятвы тебя удаляют из реальности, а священный Грааль – это зашифрованный код доступа к глобальной нейросети. Что, если бы рыцарство стало главной силой современности? Кто бы правил улицами, корпорации или те, кто готов умереть за идею? Сегодня мы заглянем в альтернативный 2026 год, где звон мечей заглушает шум серверов. Часть 1. Технологии войны. Забудь про тяжелые железные консервные банки. Рыцарь 2026 года – это венец инженерной мысли. Его доспех сделан из графена и титановых нитей. Он легче твоей ветровки, но держит выстрел из снайперской винтовки. В шлем встроен ИИ-оруженосец. Он анализирует траекторию пуль, пульс противника и взламывает ближайшие камеры наблюдения еще до того, как рыцарь обнажит свой меч. А меч – это больше не просто кусок заточенной стали. Это высокочастотный клинок, вибрирующий на миллионах герц. Он не режет, он расщепляет материю на атомном уровне. Зачем меч в эпоху гиперзвуковых ракет? В 2026 системы РЭП, радиоэлектронной борьбы, стали настолько мощными, что любая электроника в радиусе боя выгорает за секунды. Огнестрел бесполезен, умные пули сбиваются с курса. В этом цифровом тумане единственным надежным оружием снова становится холодная сталь и твердая рука. Рыцарский конь – это бронированный квадроцикл с вертикальным взлетом или биомодифицированный скакун, способный бежать со скоростью поезда. Если тебе нравится видео, ставь лайк и подписывайся на канал. А мы продолжаем. Часть 2. Новый феодализм и корпорации. В 2026 году государственные границы стерты. Миром правят технофеодалы, главы мегакорпораций. И у каждой корпорации есть свой орден. Ты больше не гражданин страны. Ты вассал Apple, Google или Tesla. Если ты работаешь на компанию, ты под защитой ее рыцарей. Вместо налогов – верность. Вместо армии – элитные отряды паладинов в черном хроме. Турниры теперь проходят не на пыльных аренах, а в виртуальной реальности и на закрытых полигонах в пустынях Невады. Но ставки реальны как никогда. Победитель получает не золотой кубок, а контрольный пакет акций конкурента или право на добычу ископаемых на астероидах. Но есть и странствующие рыцари, цифровые ронины, хакеры-фехтовальщики, которые не служат никому. Они живут по старому кодексу в мире, который прогнил насквозь. Они – последние защитники обычных людей, живущих в трущобах под тенью блестящих небоскребов. Часть 3. Кодекс чести в эпоху фейков. Самое интересное – это мораль. В 2026 году, где дипфейки могут разрушить чью-то жизнь за секунду, слово рыцаря стало бы единственной твердой валютой. Присяга на блокчейне. Если рыцарь нарушает клятву, его смарт-контракт аннулируется, доспех блокируется, а репутация в единой сети падает до нуля. Изгой. Смерть в цифровом мире означает забвение в реальном. Рыцарство принесло бы в наш хаотичный мир дисциплину. Ты не можешь просто так оскорбить человека в сети. Тебе могут прислать вызов на дуэль. Реальную. На мечах. На крыше парковки в полночь. Справедливость стала бы быстрой, жесткой и личной. Жить в 2026 году с рыцарями – это значит жить в мире, где технологии служат не только для комфорта, но и для защиты идеалов. Это мир контрастов, лазерные прицелы и молитвы перед боем, биохакинг и древние обряды посвящения. Был бы такой мир лучше нашего? Возможно, он был бы опаснее, но в нем точно было бы больше смысла. Ведь когда твоя жизнь зависит от остроты меча и честности твоего слова, ты начинаешь ценить каждый момент. Так кто ты в этом мире? Простой обыватель, скрывающийся за стенами корпораций? Или тот,
кто готов надеть броню и выйти в цифровую тьму, чтобы защитить тех, кто слабее. Если тебе понравилась эта антиутопия, ставь лайк. Напиши в комментариях, какой девиз был бы на твоем личном гербе в 2026 году. И не забудь подписаться, мы только начинаем исследовать безумные миры будущего. До встречи на следующем турнире.